Человечество расселилось по далеким планетам, за власть борются могущественные семьи, а в центре противостояния пустынная планета Аракис с гигантскими червями, скитальцами и спайсом. Как вам вторая Дюна? Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер, Леа Сейду. Как вам такой каст? Может, у вас уже есть свои любимчики? А приходила ли вам как-то мысль, а почему они? Почему именно эти ребята попали в кино? Талантливы ли они? Связи? Постель? Может быть, какие-то особые знания? Что решает и как попасть на большой экран? Сегодня мы с вами познакомимся с тем, что предшествовало актерской карьере молодых звезд фильма «Дюна». Вы на канале SMAPS Education. Меня зовут Егор Еремеев. Поехали! Оскар Айзек. Пусть его герой погиб в первой части, и во второй мы его уже не увидели, но, говоря об актерском составе Дюна, я считаю, что обязан рассказать вам об Оскаре. Почему? Понравился вам он или не понравился, но этот парень учился в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Это одна из самых престижных консерваторий в мире. Учеба там, на минуточку, стоит $50 000 в год. И сейчас она считается одной из самых лучших в США по подготовке профессиональных артистов. Оскар Айзек, в свою очередь, был одним из лучших ее выпускников. Вот вы можете посмотреть на сайте SMAPS, как выглядит эта школа. Полистать тут цены, инфу, программы, даже узнать, где живут там студенты. Интересно, что до того, как поступить в Джульярдскую школу, Айзек учился в самой обычной школе, из которой был отчислен из-за своего поведения. Он был хулиганом, рисовал на стенах, баловался с огнетушителями, в общем, вел себя плохо. После перехода в другую школу, среднюю, он познакомился с группой ребят, увлекающихся музыкой. Вместе они создали группу. Айзек был гитаристом, а когда ребятам было по 14, они приняли участие в музыкальном конкурсе с песней группы Nirvana. После Айзек попадает в другую группу The Blinking Underdogs и даже выступает на разогреве у Green Day. Но все это не важно. А важно то, что Оскар подрабатывал санитаром в больнице, где работал его отец, и именно там и произошло судьбоносное знакомство с художественным руководителем театра Area Stage, который помог Айзеку попасть в театр в качестве актера и получить свои первые роли. После этого Оскар не планировал связывать свою жизнь с театром, он думал пойти в морскую пехоту, но завалил вступительные экзамены и пошел сначала в Miami-Dade колледж обучаться исполнительским искусствам. Параллельно он продолжал участвовать в театральных постановках. В Нью-Йорке Айзек сыграл молодого Фиделя Кастро в постановке пьесы «Когда на Кубе наступает время коктейлей». И тогда же успешно прошел прослушивание в Джульярдскую школу. Студентом сыграл в пьесе «Макбет» и небольшую роль в фильме «Все о Бенджаминах». Кто еще учился в Джульярд? Ну, например, Адам Драйвер, снявшийся в «Звездных войнах» и «Доме Гуччи», Джессика Честейн, «Прислуга», «Интерстеллар», «Марсианин». Ну да хватит об Айзеке. Давайте дальше. Флоренс Пью. Она британка. Отец владелец сети ресторанов и кафе в Оксфорде. Мать танцовщица и учитель танцев. Родилась Флоренс 3 января 1996 года в Оксфорде. Но раннее детство она провела в Андалусии в Испании. Ей нужен был благоприятный климат по причинам здоровья. Так где же она училась? В некоторых источниках можно найти, что она никогда не ходила в университет. Но эти байки, ребята, можно отнести к историям о том, что Цукерберг, скажем, не закончил университет. На самом же деле, Флоренс училась сначала в Witchwood School, это частная школа для девочек, а после перевелась в школу Сент-Эдвардс. Посмотрите на эту школу. Также вот на сайте SMAPS можно посмотреть, полистать. Престижнейшая школа-пансион в Англии. Здесь, в Оксфорде, она начала активно участвовать в школьных театральных постановках. У девочки был интерес к актерскому мастерству, и это стремление привело ее к поступлению в Оксфордскую школу драмы. Да, это не университет в привычном нам понимании, но это одно из лучших британских специализированных учебных заведений, выпускающее профессиональных актеров. В 6 классе Флоренс дебютировала в кино в драме «Падение». Там она снималась вместе с Мэйси Уильямс, известная по роли Арии Старк в «Игре престолов». Непростые ребята, понимаете, там учились. А спустя 2 года она сыграла в драме «Леди Макбет», благодаря которой получила премию британского независимого кино. Прорывом для нее стал 2019 год, тогда она сыграла в исторической драме «Маленькие женщины» вместе с Эммой Уотсон. Тогда же она была номинирована на премию «Оскар» и «Бафта». Еще она получила премию «Шапарт» на Каннском фестивале.
Зендея. Кому интересно, где надо родиться, чтобы сниматься в Дюне? В Калифорнии. 1 сентября 1996 года родилась Зендея Мари Стормер Колман в Окленде. Только не путайте с новозеландским Оклендом. Она посещала Oakland School for the Arts, где активно участвовала в театральных постановках. Потом вся семья переехала в Лос-Анджелес, и там Зендея продолжила свое обучение в Oak Park High School. Посещала ли Зендея университет в традиционном смысле? Нет, не посещала. Ну а зачем тебе это надо, когда начинаешь свою профессиональную карьеру в юном возрасте и становишься успешной актрисой и певицей еще до окончания средней школы? Давайте посмотрим, как Зендея училась. Она была хорошей ученицей и проявляла интерес к учебе и искусству. Учителя отмечали ее как трудолюбивую и целеустремленную. Но что мы хотели, когда мама была учителем? Да и папа тоже был учителем. Свою карьеру она начинала как модель и танцовщица, а позже стала известна благодаря своей роли в сериале Disney Channel «Танцевальная лихорадка» Shake It Up. В Disney она попала в 13. Дальше по нарастающей. ТВ-шоу, рекламы, контракты. И позже, когда ей исполняется 20, начинается большое кино. Человек-паук, величайший шоумен. Ну и, собственно, Дюна. Что мало кому известно, ее мама была учительницей, но позже она работала менеджером в театре. Туда она брала еще совсем маленькую Зендею. Дочь видела с самого детства, что такое театр, актеры, постановки, как делается грим и так далее и тому подобное. Мама, Клэр Стормер, имела немецкие корни, отец Казембе Аджаму Колман, нигерийский. Отец с самого детства стал, по сути, менеджером дочери. Да и в целом родители везде таскали дочь по кастингам, съемкам. Но как иначе, когда, по сути, ребенок становится известным на всю страну еще в средней школе. Что касается университета. Учиться в каком-то отдельно взятом университете ей не пришлось. Уж очень много было работы на съемках. Но для Зендеи нанимали частных преподавателей, с которыми она занималась вне съемок. Остин Батлер. Мне, кстати, его персонаж понравился в Дюне больше других. А где родился Батлер? Анахайм, Калифорния, 45 минут от Лос-Анджелеса. В городе находится Диснейленд. Отсюда до Голливуда 30 минут на машине. Вот он, Остин Батлер, номинант на премию «Оскар» за фильм «Элвис». Учился только в школе, но закончил ее экстерном, обучаясь на дому. Для развития актерских навыков он посещал актерские курсы, и делать он это начал, когда ему было 13, когда на одной из ярмарок к нему подошел менеджер по подбору актеров массовых сцен, предложив подработку на съемочной площадке. Участвовать в массовке Батлеру понравилось. Он захотел чего-то большего, поэтому и пошел на актерские курсы, где старался прокачать свой талант. И уже спустя пару лет, когда ему было 16, он снялся в диснеевском сериале «Ханна Монтана». Его партнершей по сериалу была сама Майли Сайрус, победительница Грэмми 2024 года с песней «Flowers». Батлера все активнее приглашают на съемки, он сыграет в «Хрониках Шаннары», сериал, если вы не смотрели, посмотрите, в «Байкерах» с Томом Харди. И в итоге он попал к Тарантино в «Однажды в Голливуде». Играл с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. А если вы его там не заметили, это прекрасный повод пересмотреть этот фильм еще раз. Интересно, что сам Батлер рассказывал в одном из интервью, что в Дюну его взяли без кастинга. Его позвал Дэнни Вильнёв на кофе, рассказал о Дюне, персонажах, съемках и предложил сняться у него. Французская актриса. Где она снималась? В «Бонде», в «Миссии невыполнима». Родилась она в Париже, училась там же, причем в лучших учебных заведениях. Lycée Montaigne, лицей. Потом актерская школа Кор Флорен, знаменитая парижская актерская школа. После Парижа Лея продолжает свое образование в Actors Studio в Нью-Йорке, находящейся на Манхэттене, одно из престижнейших актерских учебных заведений. Посмотрите на имена тех, кто отсюда выпустился. Марлон Брандо, Джеймс Дин, Мэрил Стрип, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Пол Ньюман, Дастин Хоффман. Ну и, собственно говоря, Лея Сейду. Лея была непростой девочкой, случайно попавшей в кино. Сейду – это известная и влиятельная семья, которая имеет глубокие корни в мире искусства и бизнеса. Отец – Анри Сейду, бизнесмен, предприниматель, основатель и генеральный директор компании Парот. Что они делают? Все от дронов до Bluetooth автомобильных устройств. При этом компания имеет связи с кинематографической индустрией, так как дедушка Леи, Жером Сейду, был кинопродюсером. Мать Валерий
Шлумберже, актриса, происходит из известной французской семьи Шлумберже, связанной с нефтяной и газовой промышленностью. Как вам такая родословная? Это только начало. Дядя Леи, Николя Сейду, является президентом и председателем совета директоров компании Гумон, одной из старейших и крупнейших кинофирм во Франции. Если вы об этой компании ничего не слышали, я вам сейчас скажу, какие фильмы они выпустили. «1+1», «Пятый элемент», «Леон», «Жанна Дарк», «Пришельцы в Америке». В общем, все семейное окружение Леи связано с искусством, культурой, большим бизнесом и, конечно, кино. Ну, наконец, главный герой Тимоти Шаламет. Изначально он учился в Fiorella La Guardia High School of Music and Art and Performing Arts в Нью-Йорке. Это специализированная школа, которая готовит учащихся к карьере в искусстве. В этой школе в свое время учились Дженнифер Энистон, Аль Пачино, Ники Минаж, Сара Джессика Паркер. Тимоти Шаламет, кстати, учился с актером и музыкантом Энселом Элгартом «Малыш на драйве» фильм. Тот был на год старше Тимоти и выпустился раньше. Но учителя отмечали, что они оба дружили, были настоящими рок-звездами школы, их все знали, и уже тогда у ребят стали появляться первые поклонники. Тимоти Шаламет был одним из самых талантливых и преуспевающих учеников, и ему доставались главные роли в спектаклях типа «Отелло» и «Кабаре». За все время, что актер играл на школьной сцене, он получил несколько наград. Как раз за роль в «Отелло» он был признан лучшим актером, сыгравшим мужскую роль на фестивале школьных драм. А еще он стал обладателем стипендии фонда Жаклин Кеннеди Онасис. Она присуждается ученикам Ля Гвардии за достижения в искусстве и за вклад в него. После окончания актерской школы Тимоти поступил в Колумбийский университет на факультет культурной антропологии. Может показаться, что это совсем не в духе Шаламет, но на самом деле логика здесь есть. Тимоти родился в семье Николь Флендер, чьи родственники были выходцами из Беларуси и Венгрии. Сам Тимоти проводил летние каникулы на родине отца во Франции, недалеко от Лиона, где он гостил у бабушки с дедушкой. И именно там, по его словам, он ощутил себя не только американцем, который родился и провел большую часть детства в США, но и французом. Тогда он и начал активнее интересоваться французской культурой. Колумбийский университет входит в элитную лигу Плюща и является одним из лучших университетов мира. Учеба здесь стоит около $70 тысяч в год. Но давайте тоже быть откровенными. Факультет антропологии в Колумбии. Это откровенно проходняк. Поступить на этот факультет было гораздо проще, чем на какие-либо другие. При этом вы получаете корочку в Колумбии и все нужные коннекты с кастингом киношколы Колумбийского университета. Сколько учится Шаламет в Колумбии? Всего год. Видимо, антропология ему не зашла, а зашла ему предложенная роль в «Интерстелларе». После этого прекрасного предложения обучения он уже будет продолжать в Центре индивидуального обучения при Нью-Йоркском университете. Короче, индивидуально он будет учиться, там для него сделают собственную учебную программу, и дальше актерская карьера Шаламет устремится максимально вверх. Друзья, если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Не забывайте заходить к нам на сайт SMAPS Education про зарубежное образование. Там вы можете задать любые интересующие вас вопросы касательно учебы в любой стране мира. С нами вы можете поехать в детские лагеря за границей, поступить в университет, выбрать для себя какую-нибудь спортивную школу, все что угодно. И не забывайте, что у меня есть второй канал, зовут меня Егор Еремеев, канал также называется канал о путешествиях, где я катаюсь по разным странам, по разным городам, ну и рассказываю, что там вообще есть интересного. Подписывайтесь и увидимся в следующих выпусках.